Глава 179. Хуачен спросил, что Селянь обернулся и посмотрел на него. Для чего безликий Бай явился на гору Тунлу? Возможно, его силы еще не полностью восстановились, и он намерен при помощи горы родиться вновь. Но если это так, выходит, сейчас он вовсе не непревзойденный, такую вероятность нельзя исключать. Только что, когда безликий Бай выдал себя за Фэн Синя и Му Цина, а затем внезапно напал, это настолько испугало принца, что первой же его реакцией стало: «Нам его не одолеть, бежим». И Хуачена он тоже потянул за собой, лишившись при этом возможности по-настоящему столкнуться с противником в бою, а значит, доподлинно выяснить, насколько силен теперешний безликий Бай. Тот лишь блефовал. Или в действительности расправился бы с ними в 2 счета. Несколько молниеносных ударов, которыми они обменялись в спешке, не давали полной картины. Селянь пробормотал: «Я только по тем фальшивым личинам решил, что он стал сильнее, но что, если он еще не окончательно восстановил прежнюю мощь? Что, если сейчас он слабее, чем когда бы то ни было? Иначе зачем ему являться на гору Тунлу? Возможно, я могу попробовать одолеть его». Хуачен немедля ответил: «Хорошо. Я выйду на битву с ним». Селянь сразу же вернулся из своих размышлений и торопливо заговорил: «Нет, нет, тебе не придется с ним сталкиваться. Я сам, непревзойденные князья демонов, обыкновенно не вступали в сражения между собой. Например, хозяин черных вод и собиратель цветов под кровавым дождем долгие годы сосуществовали мирно. Ведь князь демонов — это совсем не то, что чиновник верхних небес, о котором известно все. Хочешь узнать истинную мощь небожителя? Подсчитай его храмы и монастыри, его последователей, измерь сферу влияния, и при должном рвении все станет ясно. Тогда как князья демонов скрывали свою настоящую силу, как и любые сведения о происхождении. Ни один из них в полной мере не ведал об истинных способностях другого, и никто не мог даже представить, чем может закончиться битва между ними. Поэтому, если был шанс сохранить равновесие, никто не стремился его нарушить. «Волноваться нет нужды», — сказал Хуачен. «Исход битвы еще неизвестен. ГГ, или ты считаешь, что я позволю тебе выйти против него в одиночку?» Но Селянь, помолчав, покачал головой: «Нет, Саньлан. Между нами есть разница. Он меня не убьет. Я могу это гарантировать». Почему, поколебавшись, Селянь все же решил не отвечать на вопрос, только произнес: «Ты не знаешь, насколько он страшен». Но Хуачен уверенно перебил: «Ваше Высочество». «Я знаю». И тут Селянь вспомнил, что ведь Хуачен служил в армии Синьлэ и также на собственном опыте испытал ужасы войны, своими глазами видел страшные картины поля брани, заваленного трупами. Но все же Хуачену не довелось, как принцу, лицезреть ту поразительную битву между Цзюнь и безликим Баем. И сам Хуачен никогда не сражался с последним. При мысли об этом Селянь помотал головой еще яростнее. «Дело не в том, что я не верю в тебя, просто я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». Взгляд Хуачена блеснул, он улыбнулся: «ГГ, можешь быть спокоен. Я уже мертв, и меня не так просто убить еще раз. И вообще, разве ты забыл, что я говорил тебе? Покуда он не отыщет мой прах, ничего мне не сделает». Селянь вспомнил, что Хуачен действительно об этом рассказывал, и тут же воскликнул: «Постой. Пока отложим в сторону все остальное, но... Саньлан, твой прах спрятан, давно спрятан». Селянь кивнул, однако, помолчав, все же не выдержал и спросил еще: «Ты уверен, что спрятал как следует? Тайник достаточно надежный. Его никто не отыщет». Хуачен непринужденно ответил: «Для меня это самое безопасное место на свете». Селянь же считал, что в мире все что угодно может случиться, и спросил: «Ты правда настолько в этом уверен?» Хуачен лучезарно улыбнулся. «Если мой тайник будет разрушен, то и мне незачем существовать на свете». «Разумеется, я уверен». Селяне обеспокоило это его незачем существовать на свете, но сейчас они находились в довольно опасном положении, и, возможно, вокруг скрывались чужие уши, место для подобных разговоров явно не подходило,
так что принц решил пока не поднимать этой темы. Но теперь Селяню захотелось спросить Хуачена о другом. Как именно тот погиб, Селянь очень хотел бы узнать, но не мог заставить себя спросить об этом. Ведь после смерти душа человека остается в мире лишь потому, что у нее есть за что удержаться. В большинстве случаев наибольшей силой, тянущей душу назад, обладают страдания и жажда мести. Ну а для того, кто смог достичь уровня непревзойденного князя демонов, причина должна быть необычайно серьезной. Принц переживал, что Хуачену больно говорить об этом, словно бередить старые раны, да и самому принцу, возможно, тоже будет невыносимо слушать. И как Хуачен пережил все эти 800 лет, от этих мыслей в сознании селяня вдруг возник страшный вопрос, от которого вся спина покрылась холодным потом. Он выпалил: «Саньлан, что?» Отозвался Хуачен. Селянь нервно поджал пальцы. «Я хочу еще кое о чем спросить тебя». «Спрашивай, не стесняйся». Глядя на Хуачена, Селянь проговорил: «За эти 800 лет ты еще где-нибудь встречал меня, кроме как во времена государства Синьле?» Хуачен помолчал, повернулся к принцу и ответил: «Мне очень жаль. Я все силы бросил на поиски и не останавливался ни на миг, однако так тебя и не встретил». Селянь уточнил: «Это правда?» Хуачен посмотрел принцу в глаза. «Правда». «ГГ, почему ты спросил?» Селянь незаметно вздохнул с облегчением и выдавил улыбку. «Да так, просто. Это были не лучшие годы, я прожил их кое-как, потерпел множество неудач. Я подумал, что если бы тебе пришлось все это увидеть, боюсь, мне было бы ужасно стыдно». Хуачен рассмеялся. «Ну что ты?» Но Селяню было совсем не смешно. «Я не шучу, все именно так плохо». Хуачен тут же спрятал улыбку и совершенно серьезно заверил: «Ну и пусть, неважно. Ваше Высочество ведь сам мне как-то говорил». Селянь застыл. «Я?» «Что я сказал?» Хуачен неторопливо произнес: «Для меня ты в беспредельном великолепии, это ты. И ты, упавший в грязь, тоже ты. Главное здесь ты, а не какой ты». Он подмигнул Селяню, приподнял бровь и добавил: «И для меня это в той же степени верно». Селянь от услышанного надолго застыл. И вдруг с громким хлопком ударил себя по лбу, ощущая жар, будто его голова сейчас закипит. Я такой когда-то сказал «да». ГГ, даже не думай отпираться». Селянь закрыл лицо обеими руками. «Да нет же, ГГ, хочешь взглянуть? Я отыщу для тебя тот фрагмент». Селянь резко вскинул голову. «Ты, неужели, быть не может?» «Саньлан, ты же не мог абсолютно все записывать, шучу». «Честно говоря, теперь я не очень-то верю, ГГ, верь мне». «Не верю», они как раз проходили очередную развилку, на которой из тоннеля вдруг налетел порыв ветра. Хуачен чуть повернулся, вышел вперед и поднял руку, словно желая защитить принца. Ветер был совсем не сильным, и, разумеется, закрывать селяня от такой мелочи вовсе не стоило, однако это движение Хуачена вышло совершенно естественным. Ветер пролетел, чуть растрепав его волосы, не более, однако селянь неожиданно заметил, что когда Хуачен не смотрит на него, черты его лица и выражение взгляда серьезны и холодны, а в этот миг даже слегка задумчивы и прекрасны в своей бесстрастности. Хуачен даже не придал значения собственным бессознательным действиям, будто для него защищать принца было неким инстинктивным порывом. У селяня вновь вырвалось: «Саньлан». Хуачен повернулся к нему, и его лицо, наконец, озарилось улыбкой. «Ваше Высочество, что такое?» Селянь подумал, что Хуачен, наверное, точно так же не заметил, что теперь улыбается. Уверенный голос отчетливо прозвучал в голове принца, сказав, что для Хуачена он действительно самое настоящее божество. Пальцы селяня незаметно сжались так, что ногтями врезались в ладонь. «Когда выберемся с горы Тунлу, мне нужно очень многое тебе сказать». Хуачен спокойно кивнул. «Хорошо. Я буду ждать». Фэн Синь и Му Цин уже сбежали. «А где безликий Бай?» «Он не погнался за нами»,
но и их не стал удерживать. «Где он сейчас?» «Далеко, сейчас он», не договорив, Хуачен чуть переменился в лице, приложил 2 сложенных пальца к правой брови и спустя мгновение сказал: «Он исчез». Селянь растерялся. Как это исчез? Хуачен, не теряя самообладания, продолжал поиски. Растворился в воздухе. Но даже для демона невозможно взять и исчезнуть в этих пещерах. Под пристальным наблюдением призрачных бабочек Селянь не выдержал: «Я взгляну». И тут же схватил Хуачена за плечи, приподнялся на носочках и прижался к его лбу своим. Рука Хуачена коснулась талии принца, словно собравшись мягко отстранить, но все же потом легла Селяню на пояс и притянула чуть ближе. Перед взором Селяня замелькали картинки, которые Хуачен увидел секундой ранее. Существо в белом, не торопясь, продвигалось по тоннелю, бесчисленные бабочки налетели на него, снова превратив в сияющий кокон, некоторое время держались, но потом разлетелись в стороны серебристым взрывом, дождем ярких искр. Но едва эти искры осыпались, безликий Бай исчез, затем Хуачен показал принцу множество других тоннелей, где даже размытого силуэта в белых одеждах не было видно. Селянь немного отстранился от лица Хуачена и с сомнением спросил: неужели он ушел? Но даже если кто-то и пребывал в неведении, уж принц знал наверняка, стоит безликому Баю встретиться с ним, и тот будет преследовать его неотступно. Хуачен ответил: возможно, наши недавние предположения верны, и он действительно намерен при помощи силы горы Тунлу создать себе новое, непревзойденное тело. Возможно, для него именно это дело первостепенной важности, и он пока решил оставить тебя в покое. Голос Хуачена прозвучал так близко, что Селянь наконец пришел в себя и обнаружил, что держит его лицо в ладонях, так что Хуачену приходится чуть наклоняться. Быстро убрав руки, Селянь воскликнул: «Остановим его, ведь именно за этим они прибыли на гору Тунлу, чтобы остановить всех демонов, способных достичь уровня непревзойденного». Только что Селянь и Хуачен всячески скрывались от безликого Бая, но когда обстоятельства немного прояснились, они сами отправились на его поиски. Вскоре, проходя мимо бесчисленных божественных статуй, они добрались до места, где видели создание в белых одеждах в последний раз. Здесь действительно было пусто, лишь стояли несколько изваяний. Землю усыпали серебристые искры, кое-где еще хлопали порванными крылышками чудом выжившие бабочки. Селянь склонился к ним, чтобы собрать в ладонях, хоть и понимал, что уже ничем не сможет помочь. И в этот момент позади него раздался голос Хуачена: «ГГ, встань рядом со мной». В этой фразе слышался едва сдерживаемый гнев, но мощь этого гнева была направлена не на принца. Селянь поднял голову и увидел пламя в глазах Хуачена, который смотрел прямо на божественную статую впереди. Изваяние скрывалось за белым газовым покрывалом целиком и стояло неподвижно, только смутно просвечивали его очертания. Похоже, оно куда-то указывало мечом, который держало в руке, и потому острие едва не пронзало тонкую вуаль. И прямо в этот миг от острия медленно расползалось багровое пятно, которое становилось все больше, пачкая и пропитывая белую ткань. На мече кровь. Кто угодно, увидев подобное, понял бы, что с божественной статуей что-то не так. И, возможно, под белым покровом вовсе никакая не статуя, а нечто иное. Селянь отпрыгнул назад, оказавшись плечом к плечу с Хуаченом, и направил на изваяние Фансинь. Хуачен тем временем с мрачным лицом взмахнул рукой, и белый покров слетел со статуи. Зрачки Селяня резко сузились. Под вуалью все-таки оказался его образ воина, радующего богов. В одной руке меч, в другой — цветок, улыбка на лице. Только улыбка эта была окрашена кроваво-алым. Кровь текла по мечу. Клинок пронзил окровавленное с ног до головы тело юноши с бинтами на лице. Это был Лан Ин.